Иван Гусляков. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Почему в вашей компании не вижу Бато? Ну, потому что не видите, потому что его здесь нет. Каждый художник довольно-таки самостоятельная фигура. Мы сами решаем, когда, с кем, куда ехать. И встречаемся и на выставках. Встречаемся иногда, пишем вместе на каких-то пленэрах. Но большей частью мы как-то поврось. У каждого свои интересы, свои любимые места, какие-то направления, приглашения. Лариса Бриль. Слава, вопрос. Белинский Виссарион Григорьевич сказал в свое время: искусство без мысли, что человек без души, труп, что цыган без лошади, как без крыльев птица. Как это применимо к пейзажной живописи? Очень умный человек был Белинский, но хорошо, интересно, как он слушал музыку. Тоже, наверное, мыслил, что там вообще, что куда побежало, да? Что происходит, когда музыка звучит вообще? Вот что? Интересно, когда-нибудь появятся какие-нибудь приборы, которые определят, что происходит в человеке, когда играет музыка. Корова, кстати, надои увеличиваются у коровы. Если Моцарта, например, играет, по-моему, сильнее, а если что-то такое, вот что ж такое, то не очень. Но если корова так реагирует, она вряд ли думает в этот момент. Она просто жует траву и слушает музыку. Она звучит, она даже не, она просто звучит. И что-то внутрь, какие-то вибрации в нее проникают, и она увеличивает надой, и ей нравится. А интересно, как человек Белинский занимался, например, извините, сексом. Тоже, наверное, думал, размышлял, как бы вот сейчас вот такое вот, чтобы такое выкинуть. Но это неправильно, наверное, да? Ну, какие-то размышления наверняка были. Или там, какой у меня красивый потолок. Я его так долго лачил, и так лачил, и эдак, и в такой позиции вставал, лачил. И только... А где, извините, вот то, чем он занимается? Где он в этот момент? И нужен ли ум, когда он, например, вот любит красить? Пейзаж на картине – это просто краска. Просто краска, положенная таким образом, что она вызывает бурю эмоций, чувств. И совсем не хочется размышлять, ну как же он это сделал, паразит такой? Что он здесь вообще, как он это, вот что он хотел сказать? Вот этим пейзажем, например. Шишкин, медведи в лесу. Что он хотел до меня донести? Какую мысль? Может быть, в этом скрыт тайный смысл в пейзаже, например. А может быть, буря, скоро грянет буря. Это о чем? Это может быть революционные настроения у этого пейзажиста. В кутузку его. Безусловно, есть такие картины, как «Владимирка» Левитана. Конечно, она полна смысла. По этой дороге уводили на каторгу заключенных. Есть еще пейзаж, не помню фамилию автора, может, вы назовете, но она, вот эта картина, на меня сильно произвела впечатление. Мне рассказывал один художник, плакатист, когда в Строгановке я учился, о драматургии пейзажа. Он говорил, что идет странник с палочкой, с котомкой, нищий, и колосятся хлеба. То есть много хлеба, а человек идет нищий. Конечно, здесь драматургия. И он еще приводил пример другой, что сидит на паперти священник, обхватив голову руками, цветет сирень, и картина называется «Весна». Ну вот тоже драматургия, да? Но опять же напомню, что Клод Моне говорил, что мы пишем свет. Мне кажется, этого достаточно в пейзаже, чтобы зритель или художник сначала наслаждался тем, что он пишет свет. Ну и зритель также воспримет, если он на одной волне с автором. До него долетят волны резонансной энергии, заложенные в полотне. Неля Гурьева. Слава, мне понадобилась вся жизнь, чтобы ощутить себя художником. Ни о чем не жалею.
мастерства набралась, но что делать с этим мастерством не знала. Дошла до точки. Пришлось обратиться к главврачу. И он показал мне вас. О, какое чудо! Спасибо большое, Нелли. Это сильно сказано. Ну что ж, значит, все приходит вовремя. Ошибок у главврача не бывает. Все, что происходит, это его план. Ну, а мы, если мы обращаемся наверх, то всегда приходит подсказка в любом виде. Упадет книжка, откроется на нужной странице. Пройдет прохожий, скажет «Дурак!» И ты думаешь, какая мысль, какой посланник. Черниговская как-то рассказывала недавно, что завалился шкаф у нее с книжками, и книга упала, она размышляла о какой-то проблеме, и она вылетела прямо на том месте, где вот решение этой проблемы прочитала она. Марьяна. Слава, вот вы сказали в одном видео, что талантливо – это когда нечего добавить. А здесь говорите, что недоделанность есть то, что надо. Раскройте тему еще когда-нибудь. Я, например, работаю в первом стиле. Это не хорошо, не плохо, просто иначе не чувствую удовлетворения в первом стиле. Ну, а я работаю во втором стиле, в импрессионистическом Марьяна. На самом деле это условно, конечно. Импрессионизм – это когда вот спрашивают, в каком ты стиле пишешь? Вот что мне ответить? Просто пишу, человека обидишь. Пишу, как чувствую. Скажет, это недостаточно. Как вообще рассказать о том, что ты делаешь? Как? Можно только работу показать и сказать, посмотри, тебе вообще нравится? Нравится? Достаточно. А стиль, не стиль, что это такое? Нечего добавить. Один передвижник еще, по-моему, говорил, что сила картины в углах. В углах. Марьяна. Представляете? То есть угол, например, не дописан, не докрашен. Нет, ничего нету. Чистый холст. Или где-то еще не докрашено. Вроде бы недоделано, да, скажете вы. Один галерист мне американский говорил, у тебя картина не дописана, у тебя вон чистый холст. Я говорю, вам нравится? Нравится. Я говорю, ваша задача объяснить, значит, своим клиентам, что это искусство. Что художник раз оставил чистый холст, то это часть композиции. Он так решил. Это не недоделка, это доделка такая, что он работает, этот чистый холст. Даже если вы, например, Марьяна делаете наколки, вы же оставляете хоть чуть-чуть тела. Вы же не все заштукатуриваете. Не все вообще даже если руки все, да, вы же понимаете, что манжеты там скроют. И здесь вы же не можете все, даже ладони зашпаклевать этой наколкой. Пусть тело хоть где-то проглядывает вашей красотой волшебной, девичьей. Так и здесь. Пусть что-то будет недокрашено. Это же часть моего месседжа. Даже не часть, это и есть послание, что в некоторой недосказанности я приглашаю участвовать зрителя в этом мотиве, в этом рассказе, который я недорассказал. Нельзя же, я не знаю, ты любишь человека, нельзя же его разжевывать, как ты любишь, и за что, главное. Как можно любить за что? Ребенка мать любит за что-то. Просто он ребенок есть, какой обделанный весь, она, может, даже больше любит обделанного, обвалявшегося. Потому что он несчастный, его жальчее. В живописи недоделанность может быть преимуществом. Зритель участвует, и в этом какая-то сила. В этом есть красота. Это мое мнение. Это как, я не знаю, иероглиф написан на белой бумажке. Берется кисть, там пропуски, которые остаются, это же не чертеж. Это и есть недоделанность, недокрашенность, недочерченность. Но в этом есть какая-то красота этого иероглифа, знака. Можно же так относиться к тому, что ты пишешь, как к знаку. Когда цвет, фактура, тон, все это вместе работает, где-то мазок проскочил, это же часть, это так специально сделано. Над этим художники трудятся всю жизнь, чтобы
Вот это недоделка была, недочертеж. 31 урок. Бухта Чехова. Вот все просто. Небо, море, скалы, гора на дальнем плане. Кипарис. Но попробуй взять эти тонкие отношения. Если бы было все так легко, но кругом были бы одни гении. И пока 1000 раз не попробуешь, ничего не получится. Тонны краски изведешь. Наша задача мыслить тоньше, видеть тоньше, настроить свой глаз на замечание тонких нюансов отношений. И через какое-то время обязательно включится вот эта распознавательная функция мозга, когда вы видите эти нюансы, когда вы в состоянии замесить, сделать замес на палитре, точно взять отношения, только потом творческая составляющая расцветет в полной мере, но не раньше. На мой взгляд, многие делают ошибку. Им кажется, все уже получается, знакомые, близкие, в восторге, все в порядке. Я создаю шедевры, но это не так. Себя не обманешь. Давайте заниматься, и заниматься серьезно. 31 урок. Всего лишь 31. Но задачи при всей простоте сложнее и сложнее. Малый формат. 30 минут работы. Мастихин, кисти, что угодно. Лишь бы взять тонкие отношения. Делайте подобные мотивы, присылайте мне на разбор. Удачи в живописи.